Друзья, всем привет! Кто из вас знает, как называется вот этот шикарный, красивущий кустарник с белыми шапками, который цветет в конце мая? Да, это калина бульденеш. И сегодня наше видео будет именно про эту красотку. Мы расскажем, как мы ее обрабатываем, какие вредители тоже любят калину бульденеш, так же, как и мы. И много интересного вы узнаете в нашем видео, поэтому обязательно подписывайтесь, жмите на ракету, пишите ваши комментарии и оставайтесь с нами. Итак, ребят, начнем. Это калина бульденеш, она у нас на участке уже 4-й год. Мы покупали уже достаточно взрослый кустарничек, я думаю, сейчас лет ему 6, наверное. В первый же год она у нас цвела, и так каждую весну она нас радует вот таким красивым обильным цветением. Цветет калина бульденеш 2 недели, в конце мая до начала июня. Сейчас вот самое-самое цветение, мы с вами ее застали, но начинается это цветение с таких более насыщенных зеленых шапочек. Сейчас они понемногу белеют. И хочется отметить, что когда она цветет, она у нас находится сейчас вот на солнцепеке таком, ее требуется обильнее поливать, чтобы она была насыщенная, красивая и не грустила у вас. В этом году мы очень пожалели о том, что не обработали наш участок от муравьев. Почему? Да пойдемте, я вам сейчас все покажу. Потому что эти муравьишки портят нам нашу калину бульденеш. Как это происходит? Посмотрите вот сюда. Вот тут открываем шапочку, и мы с вами видим, посмотрите, что творится. Это несмотря на то, что мы один раз уже обработали нашу прекрасную калину от тли. Видите, муравьи приносят тлю, маленькие вот эти вот черные штучки, это тля. Сама она сюда бы не попала ни за что. Все это происходит благодаря муравьишкам. Они приносят эту тлю, и у них такой своеобразный симбиоз. Тля поселяется на нашей калине бульденеш, она ее очень любит, и калина от этого страдает, естественно. Тля питается сладким соком, да, вот этим сочным зелененьким соком нашей калины, а муравьи, в свою очередь, эту тлю, как дойную коровку, забирают себе этот сок. Вот так вот они живут. Буквально позавчера мы обработали нашу калину специальным средством от тли, но тем не менее придется обрабатывать еще раз, потому что, видимо, это недостаточно. Муравьи снова поднесли новую партию тли, так что вот так и боремся. Поэтому, если вы на своем кустарнике заметите вот такие вот скрученные дырявые листочки, вы посмотрите, видите, вот даже видно белую личинку этой тли. Маленькие тоже, беленькие, черненькие они там. Вот она питается листиками. Конечно, это не на пользу нашему прекрасному кусту. Я вот так вот сейчас оторву этот листочек, еще посмотрю. Посмотрите, листочки грустные становятся, они закручиваются. Им явно нехорошо от этого вредительства тли нехорошего. Это нас расстраивает, но мы не опускаем руки. Самое главное знать, что с этим делать. А что с этим делать, пойдемте, я вам покажу средства, которые помогут вам бороться с тлей. Так, ребятки, мы подошли с вами к моему ларчику. Тут у меня много разных средств, хороших, нужных, для того, чтобы сад цвел и благоухал, и всякие разные вредители нам не портили нашу загородную жизнь чудесную, расчудесную. Тут у нас есть средства от муравьев. И сейчас мы вместе с вами пойдем и подсыпем вокруг корневой системы. На самом деле в магазинах можно найти большое количество различных средств от муравьев. Мы вот взяли вот такое примерно. И вот таким образом мы с вами сейчас это сделаем. Поперчим нашу калину бульденеш от этих противных муравьев. Получается так, что муравьи съедают вот эту нашу приправу и откидывают свои лапки. Итак, друзья, следующее, о чем бы я хотела вам рассказать, это о том, сначала хотела спросить у вас, как вы думаете, сколько раз за сезон может цвести калина бульденеш? Напишите в комментариях, кто знает, кто с этим встречался в реальной жизни. Потому что наша калина бульденеш, вы не поверите, но она реально цветет 2 раза. Я недавно прочитала об этом в интернете, но, честно, засомневалась, думаю, как это так? Получается, пишут, что она цветет в конце мая, в начале июня, да, вот это 2 недели цветения, такое пышное, обильное у нее, как вы видите, сейчас это происходит. И также она может зацвести при благоприятных условиях 2 раз. И, о чудо, у нас в прошлом году это произошло. Была очень теплая осень, там до октября у нас стояло тепло, и наша калина зацвела, представляете? Да, это уже не то обильное цветение, как сейчас мы с вами можем видеть, оно более редкое, там было всего лишь вот 2-3 шапочки, как вы видите на видео.
Но это факт, она реально может зацвести и порадовать вас еще один раз таким приветом из лета. Так что прекрасный кустарник, мне он очень нравится, неприхотливый, если не считать вот этих вот вредителей тли, но с ней легко и просто можно справляться. Поэтому берите себе на заметку, обязательно украшайте свои сады такой красотой невероятной. Пусть она цветет в вашем саду и радует вас долгие-долгие прекрасные весны. В нашем участке калина бульденеш зацвела второй раз в сентябре. Видимо, действительно выдался очень теплый сентябрь. Итак, друзья, если наше видео вам понравилось, было полезным, интересным, вы узнали что-то новое, интересное для себя, взяли на заметку новый кустарник, который обязательно посадите у себя в саду, мы, конечно же, просим вас поддержать наш канал, поставить ракету, написать любой комментарий, отправить это видео вашим друзьям и знакомым, всем тем, кто тоже мечтает о своем саде, о своем доме. Ведь мы не устанем вас вдохновлять на жизнь в своем загородном доме, потому что мы желаем, чтобы как можно больше семей, людей могли сказать, как же в своем доме и саду хорошо.